Вот какой он полосатый получился. Всем привет! Сегодня пеку тортик. Шоколадно-маковый тортик. Для этого я возьму 4 яйца, сахар, кефир, ложечка соды, 100 грамм подсолнечного масла, мак, мука, какао, разрыхлитель теста, ванильный сахар. И для крема творог и сметана. Итак, приступим. В миску я разбила 4 яйца. Сюда же я насыпаю сахар. И просто это все перемешаю, смешаю. Сюда же добавлю кефир 400 грамм. Можно просто кислое молоко. У меня кефир из магазина. И чайную ложечку соды. Тоже перемешиваю. Тортик очень легкий. И для него не нужно миксера. Что для меня очень важно, потому что у меня миксера нету. Он сломался у меня. Так, перемешала. Сюда 100 грамм масла. Все ингредиенты я напишу в описании под видео. И тоже тщательно я это все перемешаю. Теперь сюда разрыхлитель теста. 15 грамм. И ванильный сахар тоже по желанию. Размешали. И добавляю муки. Муку добавляю частями. И замешиваю тесто, такое жидкое тесто. Тесто без комочков, чтобы получилось. Вот такое вот тесто. И теперь нужно нам его разделить на 2 приблизительно равные части. Делим на 2 приблизительно равные части. Я это делаю на глаз. Вот приблизительно вот так. И в одну часть я ставлю 2 столовые ложки какао. Ну, вот так и еще немножечко. Это у меня будет шоколадный корж. И хорошо-хорошо размешиваю. А во вторую часть я брошу 3 столовые ложки мака. И тоже хорошо-хорошо размешаю. Сейчас размешаю. Вот и теперь в форму выливаем тесто и выпекаем. Выпекаем при температуре 180 градусов до готовности. Проверяем деревянной шпажкой, либо зубочисткой. Диаметр формы может быть любой. Чем меньше форма, тем выше тортик. У меня форма 22 сантиметра. Выстилаю пергаментом и в духовку. Так, ну а для крема я взяла 350 грамм сметаны, 350 грамм творога. Творог можно взять любой. Это не важно какой. Ну, конечно же, лучше пожирнее. Ванильный сахар. И взяла 150 граммов сахара. Сахар тоже по желанию, можно меньше. И все это сейчас я
перебью погружным блендером. Но можно и просто вилкой, картофелемялкой, любым, чем сможете. Превращаем это все в однородную массу. Ну вот, крем стал однородным. Ну, конечно же, вкусным. Но ванили можно и больше. Маковый корж у меня готов. Сейчас я его разрежу на два. Разрезаю я ниткой. И будет у меня 2 коржа. Вот какие они. Пористые, мягкие и влажные. И такой же шоколадный. Теперь начинаем слаживать наш тортик. На дно блюда намазала немножечко крема. Первый слой у меня будет маковый. Пару ложечек творожной массы. И хорошо-хорошо намазываю. Он не требует пропитки, потому что он очень мягенький. Следующий слой у меня будет шоколадный. Вот, 2 слоя я уже сделала. Теперь опять маковый. И снова творожно-сметанная прослойка. Пока мой тортик стоит в холодильнике, я сделаю глазурь. Для этого я возьму 3 ложки сметаны, 3 ложки сахара и ложку какао. Перемешиваю до однородного состояния и непрерывно помешивая, довожу до кипения и снимаю с плиты. Сейчас я это все перемешаю и поставлю на огонь. Огонь должен быть не сильный, а средний. Глазурь моя показала первые бульки, я сняла с плиты. И теперь, пока оно горячее, я добавляю туда грамм 30 масла. Тоже тщательно перемешиваю. И оставлю немножечко остыть. Сейчас у меня масло растворится. Оставляю немножечко остыть. Ну вот, глазурь немножко остыла. И сейчас я красиво украшу свой тортик. Я его сделаю по бокам тоже глазурью. Ровненько. Я буду стараться ровненько. Ну, а там как получится. Ну вот, мой тортик и готов. Я покрыла его глазурью. И сейчас я его поставлю в холодильник. Пекла я его вечером, и поэтому кушать мы его будем завтра. Он хорошо пропитается и застынет. Ну, а я с вами прощаюсь. И желаю вам всего самого-самого хорошего, мира и добра. Пробуйте и вы. Это очень-очень легко и вкусно. Пока-пока.